В какой-то момент меня снесло. Ты уже типа под ЛСД вот такие. Все нюхают. Как же встретить свою долбанную любовь? У меня такого никогда не было. Познакомься? Раздевайся? Либо минет, да. Ты мне знакомый, у меня большой опыт. Ну, Алекс все время смотрит на свои сиськи. О чем же все-таки говорят в Майами? Дорогие друзья, добро пожаловать на новую передачу и новый проект «О чем говорят в Майами». Я один из их ведущих, Александр Гликман. Рядом со мной сидит Натали, которая издевается над всеми на интернете, взрывает алгоритмы со своими рилами и своими фотографиями. А рядом с ней Анна Вита, одна из самых популярных интертейнеров в вашем городе, в будущем в моем. Девчонки, кто вчера, что нет? Не планировала переезжать в Канаду. Ты не поняла? Нет. Я тебя не звал. Подожди, он имел в виду, что он здесь будет. Я буду здесь. Он То будет. есть ты... Я- То есть он, не Ну, ты. Всё, а- вот это претензия Да, сразу. да. Все, я поняла. окей. Девчонки, кто вчера ходил на Лабаду. Я тебя там видела. Я был в И не таком только случае. У меня я. такой отходняк, вот честно. У нас с тобой фотка даже есть. Я вас видела там вчера, но не там, а на фото в этом в Инстаграме. Если честно, я утром проснулся, у меня там миллион фотографий, много текст-месседжей, непонятно от кого. Так, давай, что тебе писали? Самое интересное. Привет, это я. Ты меня помнишь? Я говорю, а я это кто? Ну, мы вчера с тобой общались. Я говорю, а кто фотку? И прислать тебе фотографию, ты понимаешь, что реально вчера ты переборщил с алкоголем. Потому что No way, это байки. Ой, это байки. А я у себя сегодня утром тоже похожая история, но мы на парковке больше общались. Я у себя нашла странное сообщение, отправленное мной. Привет, это я. Я была тем человеком, который кому-то отправил сообщение «Привет, это я». Не тебе, но тебя я помню. Я кому-то отправила, что «Привет, это я». И я теперь думаю, кому я это отправила. Слушайте, я реально думала, что бухло вот до такого состояния, чтобы не помнить, что ты делал, это еще, знаешь, все прошли 18 лет. Вы что, реально так бухаете? Ты знаешь, я вчера не успел поесть. Мне кореш подарил билеты. Я вообще пришел туда, я офигел. На самом деле, я был просто в Кореш подарил шоке. билеты и не накормил собак. Да, не накормил. Я вообще, на самом деле, офигел. Я хочу попросить прощения у Лабуды и всех моих друзей, и всех мужиков за то, что я никогда не ходил на ее концерт. Потому что я вчера стоял внизу эскалатора и вот так с руками протянутыми и говорю, боже мой, откуда вы все появились? Эти красивые женщины. Я просто в шоке. И поэтому я и напился для храбрости. Но оно мне не помогло, потому что в какой-то момент меня снесло. И утром я опять, как я рассказывал, получаю смс-ки «Привет, это я». Мгм. А ты еще не пошла? Да блин, я люблю музыку электронную. Я- Above and Beyond, Окей. Маркус Шульц, Окей. Армин ван Бюрен. Ну окей. Такое, знаешь, что чисто без кокаина ты уже типа под ЛСД вот таким, под трансом. В Майами можно чисто без ЛСД и кокаина? Ну, и так всю жизнь можно. И везде. Я пробовал? Не? Я тоже. На самом деле, я антидраг гай. Oh, really? Я вообще, потому что я против наркоты. За алкоголь против наркоты. Полностью за алкоголь. Я за алкоголь полностью, но против наркоты. Ну, слушай, А что ты имеешь против? А ну расскажи. ну, я не знаю, для меня это как-то кажется... Я тебя не знаю, травма я, наверное, еще детства старые закалки. То есть ты никогда не пробовал? Никогда не У пробовал. тебя кто-то умер от наркоты? Нет, ну достаточно много людей сейчас умирает от наркоты, потому что сейчас это небольшая такая пандемия с наркотиками, потому что Ой, давно уже. все нюхают. Все нюхают. Я не знаю Как мне- людей, А от которые кокса нюхают. можно Вот умереть? прикинь, я в шоке просто сижу. Подожди, даже- от кокса можно умереть? Ты что сказки рассказываешь? Я- Он не знает никого. Ну, камон, я Пол Просто не Майами. знаешь, что они нюхают. Но ты их всех знаешь. А, да? Ну ладно, возможно. Но я серьезно, я сижу вот с людьми, разговариваю, говорю, ты когда-нибудь пробовал наркотики? Нет, никогда не пробовал. Может быть, это, знаешь, типа, люди как-то притягиваются, которые Да. think alike. Может вопрос? Ты специально делал вот так? Специально. Чтобы меня мучить? Не-не-не. Я, конечно, сказал, я одену что-то такое красивое, что такое симпатичное. Но она, короче, сегодня вошла, и я понял, что у меня будет, как его, правая рука. Вот так, трястись. Так это я еще напротив не сижу. Ты просто боковым зрением отключай боковое зрение, и все. Ладно. Слушай, о чем же все-таки говорят в Майами? Ладно, давайте перейдем к серьезным топикам. Серьезно. О чем говорят все-таки в Майами? О том, о чем говорят во всех городах мира. 4 темы. Давай. Секс, отношения, причем это 2 разные темы. Бабло, как заработать бабло, карьера, деньги, бизнесы. И здоровье, красота, молодость. 4 темы. Четко. Ты же 8 сказал. Здоровье, красота, молодость. Их на 3 Здоровье, можно разделить, красота, по-моему. молодость — это в одной теме, ребят.
Окей. Оно То взаимосвязано. есть Если секс ты и сда- отношения – это разные темы. Это разная тема. Ну, смотри, потому что сексом интересуются больше парни, а отношениями больше девушки. Ой, поэтому кому, это как будто В смысле? женщины интересуются Я сексом. против. Я протестую. Окей, Как окей, будто окей. женщины интересуются сексом. Мне как будто только мужчинам нужен секс. О, камон. Ой, нет, у меня, ну, кстати, камон. есть теория Давай. на эту Какая тему. теория? Смотри, Давай, мне рассказывай, интересно. почему женщины интересуются как минимум позже сексом, чем мужчины. А значит, уже меньше. Логично? Логично, Смотря да? сколько женщина выпьет. Не-не-не, Позже, подожди. в смысле, по возрасту? Ну да, она же не в 13 лет, как только у нее... Ну, потому что ей нечего Ты что, новое вставать. поколение? Зачем ты говоришь? Новое поколение уже думает о сексе в 11, этим Ну, гормоном. камон. Что? Да Ну, ты что, посмотри, новое Нет, поколение. они интересуются. Я тоже папину видеокассету где-то нашла, там, знаешь, в ящичке, еще когда мне было, не знаю, совсем рано. Но это не значит, что я Подожди. стала интересоваться этим. Какой у тебя был вопрос был, папе? Кто это, что это? Нет, я ничего не спрашивала. Я увидела, запустила, посмотрела, а в шоке достала обратно, Что положила. ты там увидела? Ну, там это кассета с... Я понимаю, кассету, да? То, что на Порнхабе сейчас показывают, а тогда это на кассеточках было. И ты это держала в себе и не рассказала никому? В То есть папа смысле? не спросила, Нет, папа, что это? да да? не, у меня потом и подружки смотрели, и в гостях мы смотрели. Ну, в смысле... А, то есть ты украла эту кассету и пошла смотреть с друзьями? там Она были потом другие подружек пускала за билеты. Это слушай, посмотри. Ну, Кинотеатр. там были другие кассеты, другие эти самые. Просто сам факт, почему женщина интересуется этим позже, а значит меньше. Потому что, вот я просто себе представляю, если я мужик, да, нет, парень, и мне там 12 лет, и у меня впервые случилась эрекция. Она в 9 начинается. Ну, пусть в 9, у каждого по-разному. Я уверена, что есть такие, что... Я думаю, что у меня бы в 12 случилось. Честно. Я так люблю помню. трансформеров, вольтронов всяких, там еще что-то. Мне 13. Я О, помню. пожалуйста. А, у меня по 13. Я Пожалуйста. до этого ничего не понимал вообще, что такое. Я даже когда у меня первый раз это произошло, такой, what the fuck, что стало? Я- Это не только направлять струю, только... Я придурок, это? я еще придурок, я еще побежал к маме, говорю, мама, со мной что-то стало. Мама, короче, посмеялась, говорит, что смеешься? Я не понимаю, что там происходит. Она отправила меня к отчиму. Короче, мы там что-то объяснила, я понял, что, короче, пипец, все нормально. Все нормально. Тебе понравится. Подожди, короче, немножко тебе понравится. Представь себе, если я мужчина, и у Так. меня есть какая-то штука направлять струю. И тут я выясняю, что эта штука не только направлять струю. Естественно, мой интерес так или иначе начнет, ну, знаешь, так, руки тем более в той области как-то болтаются. Постоянно. Если- Близко, представь, не просто так. Особенно, когда я лежу в кровати, сплю, там, знаешь, то есть я постоянно буду, ну, цепляться, скажем так, за этот предмет, да, не знаю, невольно. И вот ты его цепляешь раз, цепляешь два, и хлоп, он уже эрогированный, правильно? Правильно. А если я девушка, у меня ничего не поменялось в пубертате, понимаешь, с моим половым созреванием у меня ничего не поменялось, кроме того, что у меня начали происходить раз в месяц. Подожди, а что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, почему женщины меньше этим интересуются. Да пиздешь это все. Что значит меньше интересуется? Что за бред? Я меньше интересуется. Я Ну, тоже так не считаю. Я не знаю, Ой. слушай, я кручусь, может быть, в неправильной сфере. но я кручусь По-любому. в Вот я тебе сфере, говорю, и где ты женщины тоже по-любому. интересованы в сексе. Слушай, женщины также хотят секса, Подожди, как и мы говорим- мужчины. Просто они не могут к этому подойти, как мужчины. Мужчина пришел, лишь бы кому засунул и ушел. Женщина должна подготовиться, это должны быть отношения, это должны быть какие-то там свои эти... У мужчины пришел, увидел, победил. Ушел. Да, слушай, пацан, типа что, того. какая разница? Он Окей. напился, куда-то засунул и все. А у женщины так не получится. Понимаешь, потому что начнется, она По-другому. такая, она сякая. По-другому. Anyway, как мы и начинали изначально, это 4 темы, о которых люди говорят. Поэтому мы... О, кстати, это было Это убийство. знак Кого-то такой. Это убийство было. Повесился. Поэтому, собственно, эти 4 темы... Вообще, я считаю, что любой человек, который здесь будет находиться, ему надо сразу 4 темы, эти, по всем 4 темам проходиться. Ты имеешь в виду на подкасте? Да. Ну, слушай, время покажет, но я обратил внимание, что так же, как, допустим, в Торонто и в Майами, людям реально тяжело найти себе вторую половину здесь. Во всем мире. А? Во всем мире. Ну, я не знаю, я точек мира, где я был, там, в принципе, все нормально, но вот я вот смотрю, даже здесь не могут, вроде бы как-то не могут люди сойтись, друг друга не понимают, они все время что-то ищут новое, знаешь. Ты только что сказал, что мужчины лишь бы всунуться. Нет, Зачем нет. ему вторая половина? Нет, ну ты доходишь до определенного... смотри, Стабильность была. слушай, Стабильно да, всунуться. ты доходишь до определенного возраста, где ты тоже хочешь серьезные отношения, правильно? Да. И ты- В каком возрасте такое Кстати, да, восприятие? интересно. На меня смотреть нельзя. Мне 40 лет, и... Ума нет. Я еще не я созрел. разведен. Я еще не. Я созрел, пока Я еще раз. А, созрелого не нашел. Я еще Пока разведен. я с таким тоном такой, я созревшего не нашел. А, созревшую не нашел? Да, я созревший, все. Так девушка созревает уже в 13 лет. Она уже там Я пеленает. в тюрьму не кукол. хочу садиться.
Не, ну они Мне кажется, реально нормально. девушки готовы к Ну, отношениям. Так, давайте по это- делу. это- Что мешает найти свою любовь? В принципе, ничего не мешает. Просто мне кажется, если бы люди бы знакомились, бы реально хотели бы друг друга узнавать и общались бы с друг другом, а не играли бы в игры, я думаю, что было бы намного проще. Что ты имеешь в виду? Знаешь, когда люди... Все стандартно. Слушай, люди особенно вот принято почему-то в Северной Америке, знакомиться, начинаются эти игры, кто кому напишет, во сколько она написала, что я ей скажу, как ее дернуть, как его дернуть. Ну, Начинается манипуляции. вмешивание подружек, начинается это каша. Вот все как-то вот это заморочено. На самом деле, если это было бы все проще. Как? Ну что как, общаться, привет, как дела, и пошло-поехало. Ну. Именно в разговор. Ну, так общаются. Нет, слушай, нет, я не знаю, как у тебя общаться. Я знаю, что и на своем личном опыте, что знакомятся люди, начинаются игры играть. Особенно вот эти игры смс. Ну, это очень популярно, знаешь. Сколько времени нужно пройти перед тем, как ты напишешь первое сообщение? Не, ну это ты, по-моему, в крайности. Что, какой крайность? Я тоже так думаю. У меня такого никогда не было. То есть просто, пишешь, то есть я проснулась в 4 утра, я такая, хочу написать, я написала, Аня, ну ты всё. особый кейс, потому что ты рациональный человек. Ну У тебя да. типа все четко и по порядку. Понимаешь? Слушай, у меня всегда политика такая, что если есть человек, которого я считаю рациональным, значит, есть и другие такие люди. Есть люди, которые просто не готовы к этому, и которые не научены, и которые прошли неправильный путь прошлыми отношениями. Обучение И они, интернетом, инстасамка. и они, кстати, переносят все вот эти свои какие-то непонятные обиды на следующие свои отношения. Поэтому, когда они знакомятся, это все время какое-то через Это задницу. мне знакомо, у меня большой опыт. Ну, я про это именно и говорю. Поэтому я еще говорю, если бы людям, когда знакомились, именно прислушались друг к другу и реально старались другу нравиться с хорошей стороны, а не вот с этих непонятно, кто я, А что ты я. был женат? Да, конечно. И сколько лет твое замужество? Брак, да, продлился. Брак 4 года. Окей. Анатолий, у тебя? У меня, я, получается, в отношениях долго была, типа вместе в тотал мы были 12 лет вместе. Ого. Ага. Мгм. Так, короче, смотри, какая штука. Ничего себе. Если тебя спросить причину твоего развода, я даже сейчас не буду спрашивать. это. Можно спрашивать, Не-не-не, спокойно говорю. подожди. Я тут попробую угадать. Если спросить тебя про причины твоего развода, одна из них по-любому будет бытовуха. Где-то там ты скажешь, было что-то, не знаю, что-то наскучило, еще что-то. Потому что вот сейчас, когда ты говоришь, что люди начинают играть в игры, там кто напишет, кто не напишет, прикол в том, что ты сам в это вовлекаешься. Вот я вот так верю, реально. Про меня? Да, Не, я бы... по-любому. Ты меня спрашиваешь или ты говоришь? Так я уверена и спрашиваю. Уверена, можешь не отвечать. Смотри, на самом деле в моих отношениях прошлых виноват во всем я. Моя бывшая жена ни в чем не виновата. Сейчас такой, Смотри. знаешь, аплодисмент. Да-да-да-да, вот Не, это слушай, мужик! Аллилуйя. Да-да-да. На самом деле- Небо разверглось Не, такое. на самом деле, я всегда так говорю, я на всех интервью, когда меня спрашивают, я про это всегда говорю, что я виноват в тех отношениях. А что ты не вернулся обратно? Раз ты виноват. Ну, они уже дошли до такого уровня, что некуда было возвращаться, и портить ей жизнь я тоже не хотел. У меня стиль жизни сумасшедшая. У меня ночной клуб. Ты понимаешь, я прихожу домой в 4-5 утра. Какая женщина с этим будет окей? Каждый день приходить в Та, эту которая тусовку. диджей в этом клубе. Да, кстати. В каком клубе диджей? Ну, диджей, В каком-нибудь который ты диджей. ходишь. Она тоже до ночью 5 утра. работает. Чтобы она с тобой до 5 утра тусила. Моя диджейка? Твоя диджейка. Не, Твоя диджейка. не. Твоя персональная диджейка. Дома она такая, всё. На кастрюлях такая. Ну, у меня еще диджей тоже Блинчики есть жарит. вообще. У меня диджей еще есть тоже, не кроме диджейки. Не лично у меня. Короче, Точно? точно. Ладно, Точно? причина развода. Ну, Такая, просто мы дошли до такого времени, где просто начали друга мучить. И особенно я начал мучить ее, потому что ей было тяжело быть со Он мной в начал не в отношениях. 5, а в 6 приходить. Да, и не один. И не каждый день. Не, шучу, Не шучу. один. И не каждый день. Не, ну слушай, я еще говорю. И такая, я признаю, я был виноват в этих Я был отношениях. В виноват. 6 утра Да. с другими телками приходил, такой, Не, блин. я шучу, что Ладно, не стоит признать, немножко виноват. но я полностью беру на себя вину с своей бывшей женой. И, в принципе, во всех моих прошлых отношениях Везде ты был виноват. И, конечно, я виноват. А кто еще виноват? Мужчина тоже виноват. И ты тут задаешь вопрос, Да. как же встретить свою долбанную любовь? Кто
где встретил свою любовь и вот на личном опыте. Ну, сейчас, именно сейчас Ну, то есть, в принципе, я в жизни. встречаю каждый день свою любовь. Так отлично. Идешь в Wave или что у вас здесь там, как Guess какие-то, что еще есть? Wave, Guest, И Flick, А, вот Hubble ресторан Bubble. Татьяна. Кстати, хорошее место, это Hubble Bubble. Да, Где мы сейчас втроем снимаем. тут сидим, тут можно вот много кого встретили встретить друг прямо друга. сейчас. Слушай, смотри, сейчас в новом поколении есть хорошая аппликация, Tinder. Хотя я не очень в это верю, я считаю, что... Концерт Лободы. Концерт Лободы. Я считаю, что я до сих пор люблю знакомиться, вот просто подойти с кем-то познакомиться. Я не очень любитель. Как ты это всех делаешь? этих Вот расскажи мне, всегда интересно. Слушай, приходишь, докапываешься и все. Так, мадам. А Я не знаю, где, в магазине, допустим, или что, или где? ну вот, допустим, реальный пример. То есть ты подходишь, там в баре сидит девушка, и ты такой подходишь, привет, пойдем со мной. Ну, я думаю, Пойдёшь за меня? смотри, так именно подходить, вот, потому что кто там сидит, знакомиться, нет, я, в принципе, так не делал. Но Это если- она если должна бы- подойти. Нет. Просто со мной попросить никто никогда не разрешения. знакомился в жизни. За мои 36 лет со мной никогда никто нигде не знакомился. Привет. Может быть, пытался, я просто не поняла, но... Я тебе скажу, ты такая рационально прямая, Ну да, наверное, меня просто это... что мне кажется, вот к тебе подходит знакомиться, это типа, здравствуйте, я слышал, вы там проводите то-то, то-то, а ты такая, нет, это не знакомиться подошли, это по делу подходит. То есть, Ну да. мне кажется, человек считывает тебя как человека дела, и поэтому даже когда он хочет подойти познакомиться... Типа он я тебе- не врубилась. Да, то есть на самом деле ты не считала, что это подошли познакомиться. То есть, Мне грубо часто говоря, говорят. я уверена, что и ты никому не приходила знакомиться. Ты Я? наверняка подходила и говорила, здравствуйте, я бы хотела узнать, где вы такую рубашку купили. Нет, там что-нибудь». вот я всегда прям подходила. Да? Да. Давай знакомься. Раздевайся? По-другому. Ну, я не помню. Ну, видишь, ты еще интертейнер, поэтому тебе еще, мы все интертейнеры, нам это легко, мне без проблем познакомиться. Но в основном бывает, если рядом сидит человек, допустим, вы сидите в ресторане, рядом стол с девчонками, в чем проблема там заговорить, там, спросить у нее, там, is it good, the food you're eating, what are you drinking? И как-то само все начинается. То есть, если ты не подходишь так борзо к этому, оно нормально идет, плавно. Ну так, чтобы вот тут сидели, да, вот тут посылать. Такой летящий походка. Я тебе скажу другое. Самая большая ошибка, что мужчины делают, это отсылая бутылки. Вот это вот бутылки, отсылания дринков. Это на самом Это деле... большая Да. ошибка? Конечно, для вас это хорошо, для нас мужчин это Ну, хорошо. я хотела, да, мне всегда приятно. Ну, блин. Конечно, вам приятно, но с этого ничего не получится. Почему? Почему? Ну, потому что в основном мужчины, которые это делают, они не будут подходить. Они просто отошлют и будут думать, как И это такие, потом... Что «Давай делать подходи теперь? ко мне». Что делать next? Подожди, wait. То есть, типа, это сыкло. Ну, это не сыкло, это просто такой как бы знак, что, может быть, она подойдет, ему скажет спасибо тебе большое, и начнется разговор. Не всегда женщины встанут и пойдут сказать Ну, спасибо. в том плане, что Если мы сыкло готовы. самому подойти. Ну, это, слушай, не каждый мужчина это может. Это невозможно. Ты не можешь назвать мужчину, который не может подойти к женщине, сыкло, потому что это не каждый может. Это трудно. И на самом деле, даже я в детстве могу сейчас сказать, что я стеснялся всех. Не, я слышу, типа, я такой даже, мне кажется, даже понимаю где-то, типа, что для мужчины получить отказ, типа, ты чё, вообще для тебя тут роза росла, пошел на А, то есть То страшно есть, если получить такой- отказ? Да, типа Ну, такого. во-первых, страшно получить отказ, потому что парень... Вообще не для тебя тут роза росла, и гуляй другими полями, пошел вон отсюда. И чувак такой, блин, я просто вино как Ты бы просто- Пойду я передал. геем стану вообще. Ты просто не знаешь, как у человека как психика. Есть люди, которые скажут, окей, next. Мне много раз отказывали. Я, окей, пошел следующий, подружка. Блин, пошел. но я вот вижу другую тенденцию, что девчонки, наоборот, если им выслали бутылку вина, и этот чувак идет знакомиться, Майами. она сквозь землю провалится, но она будет уже В знакомиться. Майами. А почему? Ну, блин, смотри, представь себе. Не, ну, прислал бутылочку Представь, вина, тебе вкусно. прислали бутылку вина, Да. и этот человек подходит просто Да. спросить, как вам вино, вкусно, невкусно, например, или как Да. вас зовут. И ты что сказал, пошел нахер отсюда, Нет, нормально. ну, она То так, есть слушай, нет, не, конечно, Наташ, она по-любому ты скажешь, блин, спасибо, очень приятно, ну потому что... Скорее это- всего. Ну так я про это и говорю, что такого нету, типа кто тебе даст тут прям какой-то отворот-поворот. Смотри, отворот не обязательно должен быть, как ты говоришь, сразу на отрез. Отворот может просто быть обычным. Спасибо большое. И ушла разговаривать обратно с своей подружкой. Знаешь, это такой же нет. Это такой же факов. А, серьезно? Ну, А конечно. может, она как я, она просто не поняла, что ты знакомиться подошел. Я просто бутылку послал, там дорогой бутылки, просто так на хайфуй девочка. Ну, кстати говоря, я Кстати считаю, это говоря. меценатство не лишено абсолютно, как бы, логики. Да. То есть ты идешь Мне в клуб. прислали, ну, в смысле, мне где-то дарили, типа, блин, Анька, ты такая классная, на тебе бутылку шампанского. Ну ты да, сравнила. это без подтекста, что я тебя трахнуть хочу в этот же вечер, правильно же? Это совсем две Просто, разные, ну, совсем другие вещи. Ну просто приятно. Мы говорим, сидят люди в ресторане и другу Я посылают теперь бутылку. задумалась. Ну, может...
Кому послать? Надо Не-не-не. переспросить, надо вернуться. Ребят, может, я еще должна? Слышь, а ты в тот раз, помнишь, мне шампанское прислала? Ты чё, Это не просто так было или я протуканила? Скорее всего, Анька, ты протуканила. Слушай, я тебе скажу вещь. Кроме того, что еще как знакомиться, так еще надо уметь быть в отношениях. Здесь проблема, что еще только это надо еще уметь правильно быть в отношениях, дружить. А как ты считаешь, когда начинаются отношения? Вот ты встретил девушку в ресторане. Вот мы с тобой встретились. Да. И вы познакомились. А в отношениях Мы вы познакомились. когда? Да, мы познакомились. Мы когда в отношениях начинаем быть? У меня до того, как мы еще познакомились. Интересненько. Да мы вообще как бы знали. Я уже с тобой сплю глазами. до того, как мы знакомились. Нет, это понятно, но я имею в виду именно в отношениях, с какого момента. Потому что ты Ну, спрашиваешь, да, как слушай, быть в отношениях, да? Ну, то есть, и это с первого вечера надо понимать, как быть. Ну, я думаю, в первый вечер еще друг друга пытаются понять, но я думаю, что если есть второе, там, третье свидание, конечно, уже Тоже можно это так. отношения. Ну, мне кажется, после того, как переспали уже именно серьезные отношения, потому что физические соединения – это одно из самых важных. То есть, пока не переспали, люди не в отношениях. Либо минет, да. Подожди, но... Такая, Подожди, могут же быть отношения, типа, нам хорошо вместе, но мы друг другу ничего не обязаны. Я не знаю, у меня Подожди, ты такого имеешь в нету. виду сексуально хорошо вместе? Да. Нет, Но это не есть отношения, мы же говорим о серьезных отношениях. серьезные отношения. Смотри, я поняла. Логика Нет, Алекса. я считаю, что это отношения Если ты не удобные. лезешь в серьезные отношения, зачем Не-не-не. они нужны? Логика Алекса, что серьезные отношения это когда ты чпокаешься только с одним человеком. Да? Я правильно Либо понимаю? если у тебя... Хорошо, если- с одним А ты говоришь, человеком, но говоришь, как бы вы друг другу ничего не обещали. Не, у меня просто, это мой личный опыт, у меня были такие отношения полгода сначала, то есть я ничего не каждый раз обещали. думала, что это последний раз. Это не мы серьезные встретились. отношения. Но это не... Мы говорим о серьезных или таких? Я не знаю, Если бы о мне- таких, для меня то этому это миллионы было стоило ок, то есть сказать. это были те отношения, которые мне были нужны. Мне не надо было, чтобы меня ждали дома в 5 часов вечера, требовали готовить борщ, там Хорошо, что-то но еще. это, то видишь, есть зависит мне от было цели. ок. Потому что он говорит про цель все-таки, типа, осесть, как, чтобы кто-то... Мы же говорим о серьезных отношениях. Если мы будем не о серьезных Но для отношениях, меня я могу... это серьезно достаточно. А для тебя вот это... То есть Где это то, ты что мне была было все эти надо. годы? Это было то, Вот что я мне ищу было нужно. такое, где ты Ой, была ребята, все вот эти вы и годы? встретились. Меняйся. Здравствуйте, Анна Вита. Анна Вита. Александр. Да, я из Майами. На самом деле, я, в принципе, имел в виду по поводу, вот она как я меня спросила, как начать отношения, именно переход на, что ты человеком, может быть, задумаешься быть чуть подольше, чем полгода и просто спать. А если это просто отношения, где вы там шпили-вили, трали-вали, ну, и это, блин, я не знаю, как это называть. Фак-бари, все, как есть, нету, там не имеет значения. что Это были фак-баддис. Вы были фак-барис, вы не были в отношениях. Короче, ребят, смотрите. Во-первых, чин-чин. Куда смотреть? Алекс все время смотрит на твои сиськи. Некуда смотреть. Слушай, It's okay. Можешь тоже смотреть. А, Такая, окей. они еще блестят. да, а всегда так. Это татуировка у тебя? А что это значит? Это не татуировка. А что Это это? флеш-тату называется. Флэш-тату? Да, знаешь, вот в детстве были такие фантики в жвачках. Ты перебивку сделал, водичкой на... А ты сама наклеила? И У нас всё. будет отдельный шоу, как наклеивают татуировки. Как? Да, Флэш-тату. 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 Кстати, я себе давно хочу какую-то татуху прям У такую. меня есть, кстати, вот такая огромная. Она на бедро вообще-то предполагалась. Я на руку. У меня Кстати, бедро как Вот, рука. девчонки, как раз если мы говорили о тату, как вы считаете, вот красиво, если у мужчины много татуировок? Пиу. Нормально. А у женщин? Ты знаешь, это трудный вопрос. В какой-то момент мне очень нравились женщины с татуировками. Очень. То есть я кайфовал, что было много. А когда ты уже начинаешь чуть взрослеть, понимаешь, если там перейдет на что-то серьезное, то, конечно, если у девчонки везде здесь татуировки, Не, ну здесь принести ее окей, к маме ну, домой, типа там... И билет, чё? И там. чё мама скажет? я не знаю, я думаю, что она ничего не скажет, но... Вот и всё. Не, ну если у нее татуировка на всю жопу, мама же не увидит. Ну да. Ну. В основном это не делается на всю жопу, в основном делается, чтобы всем показать. Где ты видел девочек татуировку, если не делают только на жопе? А ты кто не видел? У меня только на жопе. А, серьезно? Да. У тебя Ой, я тоже? же жопе? видела. Покажи. I mean, А excuse. чё? Она старая. В смысле ты А же чё? Она видела? выцветшая. Какая татуировка? Выцветшая? Там Что там? Трамп? Бля, мне показалось, что это Трамп. Выцветший Трамп. Ты Трампов? Просто, чтобы никто не знал, что я Скажи, тебе не республиканец. показалось, что это Трамп?
Сказал Трамп. После того, как ты сказал, мне очень показалось. Даже я поверила, что я так сказала. Кстати, недавно Джо Байден здесь тусовался. Да, я Когда на игру мы Я ехали, час бля, 40 час ехала ехал. до игры. Я Час 40. час, Саня, стоял в этом трафике, я уже думал, хрен с этой игрой. А я час... Ого, меня Извини, все, торкнуло. сори, буду. Кстати, вот, давай начнем про игру быстренько. Вот так мы прыгаем с одного топика в другой. Ты молодец. Только ты можешь заставить меня, распиздяя, раз в неделю куда-то ходить вовремя. Прикинь. Только ты. И уже сколько? Уже год, да, наверное? Больше. Год, да? Год. Нет, смотри, Больше. классная игра. Нет, про Алекса. А, нет, он, а вообще-то больше? Я, Вообще ну, четыре. игра больше. Я хожу только год, да? А, да, Только Только год, у того, да. Реально, я, наверное, ответил на Вы вопрос были 5. на дне рождения Вадима. Когда у него день рождения? Вау, вот это у вас в памяти вообще в шоке. Прикинь, она помнит. Ирка вот это- пела ему на день Она рождения. помнит, когда у один. тебя был первый раз. Да не у него, а у Вадима. Ну, что у него? Нет, подожди, секунду. Нет, ну. Это был, Короче, год. был год, да. Спасибо. И мне очень понравилось. Я пришел, слушай, я что кайфанул. Я ничего не... Я, наверное, до сих пор могу сказать, что Ничего я не понял. ответил. Ну, очень Да, интересно. Я прихожу, да, выпить, посмотреть на девчонок, пообщаться с Анькой, там еще раз. Так все так и приходят. И все. Сколько времени игра уже нет? 4 года с половиной уже. Офигеть, прикинь, как Реально время офигеть. летит, Да. офигеть. Ты, так, Наташа, я тебе больше скажу, Наташа человек, благодаря которому я начала силу мысли. Да. Добрый вечер. Не, ну мы просто вместе начали, а потом Мы я... просто вместе немножко- бухали вечером накануне. А что ты сдалась? У меня другие проекты были, я сказала, блин, не А успеваю. чем ты занимаешься? Кроме как ролики выставлять эти Голые. тяжелые, голые. Сиськи. Ну, Ты- камон. Да, не, на самом деле очень интересный Инстаграм. Ребят, если вы не видели Инстаграм, посмотрите, Натали Я тащусь. The Dreamer. Ну, у меня The Dreamer. вообще-то там нету никаких голых роликов. не голый, он У меня очень- щас он- кстати, он- Все видят. Нет, смотри, я нормально. могу тебе сказать как мужчина. Да? Я не знаю, как твои подружки, Как тебе скажешь, мужчина, как а? мужчина. Очень эротичный. Правильно говорят, эротичный? Ну, там же нету ничего, Да. там ни одного соска ни разу не засветилось. Был. Нет, дело не то, что засветил. Там Где? ты... Я видела. Где? Покажи мне, скинь потом. Ну там было понятно, Вот что видишь, там он есть видел. сосок. Скинь потом. Правильно, так это, ну, понятно. Смотри, ты Я видишь пропустил. тело в купальнике, и там понятно, что там где-то есть грудь, и Да, все. Хорошей фантазии больше не надо. Гача. Подожди окей. секундочку. Anyway. Ты хочешь сказать, что ты не выставляла там ни одной конкретной эротической... Для меня это Для просто... тебя. Чисто для меня это про то, как я вижу свое тело, которое импровится, ну, то есть, которое совершенствуется, и все. Мы тоже вот так видим. Но это Как не вы? эротика. Эротика для меня, то есть там нету сексуального подтекста, вот что я тебе хочу В сказать. смысле? Ты чё? Прямом? В смысле? Я на самом деле это рассматриваю как определенную, знаешь, то есть это, ты говоришь, подготовленный контент, а прикол в том, что там он не подготовленный. То есть я учусь наслаждаться жизнью вообще в принципе. Это касается и секса, и тела. То есть я вижу, блин, класс, я уже улучшила свое тело. То есть я так в 20 лет не выглядела, и я такая, блин, круто, мне Я нравится. сейчас найду какой-нибудь пост. То есть вот это нет сексуального Покажи. подтекста. Это про то, как я накачала свою жопу. Вот это. Ну, Come что? on. Я... Come on. В смысле, так это... Come on, посмотри. Там не видно никаких кубиков, там Привет. видно, что ты голая. Come on. Причем тут подготовленный контент? Я вижу там накачанные ноги, для меня вот это важно. Какие ноги накачанные? Где Что они ты накачаны? сказки рассказываешь? Это мои Сколько лайков накачанные получилось? ноги. Где В они смысле, накачаны? Ты что, не видишь переднего А зачем мышца? двигать трусы для того, чтобы показать свои ноги? Кстати, да. Смотрите, О, я ребят, даже не увидела. то... Это вообще вы не Нихера понимаете себе. Ты ничего. что, за кого меня принимаешь? Я не понимаю. Это ты Трампу ты рассказываешь? Это вот этому человеку Трампу мы на верим? её жопе расскажешь, я поняла. Ребят, Трампу ну вы можно можете сказать, мнение воспринимать нет. это... О, давай Нет, так. это круто. Послушай, подожди, стой. это- Согласна, это нет, круто. так я даже не смущаюсь. Смотри, я считаю, что у меня свой подтекст. Кто как это воспринимает, это их вообще дело. Покажи мне накачанные ноги. Где мышца? Где мышца? Она Это- рекламирует нет. трусы. Смотри, здесь идет эмоция. Значит, смотри, весь контент, вся так я тебя информация, в нем содержится идет. Так, а чем ты эмоциональная занимаешься, кроме составляющая. подожди, чем ты занимаешься, кроме этого? Вот по профессии кто ты? А у меня... Продавец? Да, это, кстати, самое- Salesperson? Да, Ну, я уже чувствую, что ты меня Ну, объяснила, что голая жопа – это ноги. Это да, Продано. отлично. Так и А не- трусы сняты, Трусы это сняты, эмоция. это Это туалет. эмоция, Это я конечно, продаю это эмоции. триггерит, потому что если человек считывает в контенте эмоцию, это касается музыки, картинки, это что угодно может быть. Если там есть эмоция, это интересно. Если там есть искренняя, Согласна. настоящая эмоция. Наташа, вот вопрос тебе такой смотри. Да. Скажем, ты сингл, правильно? Ну, И вот мы с тобой познакомились. и что? И я зашел на твой инстаграм. Вот что ты думаешь, как я это вообще увижу, как я это пойму? О, прикольные эмоции. И я скажу, вот это, блядь, эмоция. Да, да. Вот это любовь. Слушай, всё. вот давай-то, а теперь Это не-не-не-не, выпьем подожди, за любовь. Не-не-не, подожди, Конечно. подожди, сейчас, я сейчас вас порву, как тузик грел.
какого хрена ты зайдешь на мой Инстаграм, смотреть, где там какие-то что-то там намеки, там же сисек-писек нету, когда в Инстаграме полно телок, которые вот прям жопень Да, выкладывают. но с тобой познакомился уже, я не Да подожди секунду. Жопень, сисяндры, вот там прям показано все. Секундочку. Но я Зачем тебе их, мой секунду, Инстаграм? но я их-то не могу дотронуть, потому что они хрен знает где. А с тобой познакомился, вот мы с тобой познакомились. Так хорошо, я могу. знаю таких Алексов, как ты, 2. И шо? Ну, ты понимаешь, это Инстаграм. Кто второй Алекс? Я не понял. Алекс. Ты что? Да не в этом дело. Я тебе говорю про то, что это не вопрос монетизации через тело. Не вопрос привлечения внимания через тело. Понимаешь, то есть ваш поинт заключается в том, что я якобы через тело, возможно, этим и привлекаю. Нет, я не про нет, я же не про это говорю. Ты не поняла, я не про это. Я говорю, если ты познакомилась с парнем, вот ты познакомился со мной, Мгм. я открываю твой Инстаграм, обменялись Мгм. Инстаграмами. Там Я есть вижу тело. твои вот эти фотографии. Да. Какое мнение ты хочешь, чтобы я имел о тебе? Просто Такое, вот, какое есть. какое? А Я же не кто знаю. я есть? Я же тебя не знаю. Так вот, ты смотришь Инстаграм и понимаешь, кто я есть. То есть ты видишь человека, какой он есть. Если там будут просто сиськи-письки, то такой человек и есть. Если там есть какие-то Наташа, я тебе осмысленные скажу, посты, твой то такой- Инстаграм многие так и видят. Что там сиськи-письки? Да. Нет, если он очень... Блин. Он, Так значит, так и есть. вот это мы уже... Логика, вот это уже- логика. вот это- Так, понимаешь, смотри, он такой и есть для тех людей, которые видят там Говори в микрофон, я сиськи-письки. не Понимаешь слышу. логику? То есть он такой для этих людей и есть. Я там вижу больше для себя Эмоции. прежде всего. Там эмоции, там есть смыслы, там есть жизнь. Ну, то есть для меня Для важно... тебя, ты Я- правильно говоришь, для меня. А Правильно, если я так не я же- знаю тебя, Так мне похер, это же моя страница. ну хорошо, ты же ее держишь открытой, ты же паблик, не правильно? видишь. Так мне пофигу, Вот, да. значит, люди посмотрели. Опять, если Слушай, мы а с ты тобой знаешь, как познакомились. списывать в школе? Вот я пишу задачу, и я делаю правильные ответы в ней. Вот я себе пишу. А кто у меня списывает, кто там подходит подглядывать? Мне похер. Я знаю, что я делаю. Это нравится мне, и я делаю это, как я привыкла, и кем я реально являюсь. То есть я не скрываю, там, не знаю, то есть мне наоборот хочется, знаешь, вот как можно больше открытости добавлять. Никто не говорит, что это плохо. Поверь Я мне, знаю. я не скажу, Не, мне мы нравится. рассуждаем Да. на тему, Но типа, я- что ты, как я- ты это Ну, воспринимаешь. правильно. Если я тебя не знаю, вот мы с тобой Мгм. познакомились, вот Хава Бабы, пришли, Да. познакомились, Мгм. а обменялись в Инстаграме. Я не посмотрел на Инстаграм. Мгм. Что я делаю обычно? Я прихожу, вышел, сел в машину, начинаю Мгм. смотреть Инстаграм. О, нихуя себе, начинаю отсылать фотографии своим друзьям. О, тёлка. И что? Смотри, он улыбается, не может... Так и что? Такое разумение, и что? И что? Ну, а Все, женись, Ну, так точно. серьезно. почему? всё. And Я so хочу what? просто объяснить зрителям, почему эта тема важна. Потому что мы все сейчас, в принципе, знакомимся через social media. Хочешь ты, не хочешь. Да, все правильно. Мы Это очень круто, имеем я считаю. картину, особенно мужчины, когда Мгм. смотрят на Инстаграм девушки, они представление имеют, знаешь, как imagination. Это как резюме, И да. как резюме, понимаешь? Если ты видишь определенные вещи, Мгм. хорошая, ты можешь сказать, хорошая девочка, нехорошая девочка, it's all about the Плохая money, девочка. знаешь, Мгм. это сексуально, нет, но мне очень нравится его контент. И он, I think it's very sexy. Ну, честно, да, как бы. Хорошо, это very как ты sexy. воспринимаешь. Супер. Я не знаю другого мужчины, который не воспримет твой контент не как секс. Если нет, Я он и гей. женщины такой не знаю. А я знаю. Ты сама одна такая. Ты одна, ты Хорошо, такая. ты пришел хоть один пост мой? Да не нахуй мне читать, я смотрю Так вот и фотографии. пожалуйста. А кто их читает? Какой мужик В читает? смысле? Нет, А вы женщины считаете- читают. Ну так вот, я про это и говорю. Мужики? Кто-то читает посты, там даже Я читаю комментарии через есть. Ребята, извините, но... Если мужчина читает просто над твоими фотографиями то, что там написала, I'm sorry. Беги, My беги, friend. беги, You're weird, man. беги от него. I mean, каждый находит и ищет то, что он хочет в любом контенте. Будь это картинка, текст. Ну, мы же все, послушай, мы все, мужчины и женщины, до того, как человека знаешь близко, мы Мгм. визуально. Мгм. Знаешь, мы начинаем представлять определенные вещи. Ну, я скрывать не буду. Ты познакомишься с девушкой, смотришь на ее Инстаграм, и ты задумаешься, как будет с ней секс. А, really? Как она, интересно, как она целуется, как она... А если у девушки там, практически нету фоток вот такого контента, и там только природа, там собаки, еще что-нибудь, что ты Это себе жопа представляешь? полная. Кстати, вот, да, Ну, вот реально тебе. хороший вопрос. То есть сейчас все, да, в соцсетях, но если ты заходишь к человеку, у него одна фотка 2015 года. Все. И Ну, больше значит, его она нигде просто нет. стокеры. Обычно вот эти, которые... Они просто Кто? это люди, которые просто сидят, Которые смотрят. смотрят. Это смотрят. Люди, которые не вот так держат свои эти Да. аккаунты. Но это люди, какое которые... твое представление о Она таком стокер. человеке? Надо бежать от нее. Она тебя убьет.
Чего? Убьет? В смысле? Ну, Смотреть я не надо? знаю, слушай, в 21 веке у моей мамы уже Инстаграм есть, понимаешь? Это такой сейчас момент, что очень трудно его... Как-то сказать, что человек, который не в Инстаграме или там не на Фейсбуке, он плохой. Нет. Но это какая-то определенная новая Это уже жизнь. пугает. Не то, что пугает, просто, знаешь, вот наш разговор, Блин, это понимаешь? интересно. Вот мы разговариваем, и все равно, хочешь не хочешь, я мужчина, мне 40 лет, и я все равно женщина, поднимаю мне разговор 36. о Инстаграме, о Фейсбуке, социал-медиа, знаешь? Если об этом поговорили мы лет 10 назад, скажут, он странный чувак, взрослый мужик, разговаривает в каком-то Инстаграме. Сидит там. А сейчас это нормальное В ТикТоке. явление. И поэтому Вася. половина разговоров в отношениях будут насчет Инстаграма, насчет там, выставления фотографий. Я, например, Ну так, обсуждаю. так что, вот ты знакомишься с девушкой, все классное, вроде адекватное, ты заходишь, у нее в Инстаграме фотка 15-го года. Если она одна, хороший всё, человек, что дальше? и там все нормально, в разговоре все окей, по барабану. То есть неважно, там природа или там голые фотки, там все нормально чего. То есть по факту ты только что Я- признался, что Инстаграм не решает. Ну, для меня, Ну окей. да. Ну, Но это интересно. Не Вот по для отношению меня- к твоему Инстаграму. А другим, для да. меня есть определенные, я понимаю, есть определенные тоже критерии, что вот если, кстати говоря, ты прав по поводу того, что Инстаграм это как резюме. Если я захожу на Инстаграм мужчины, и у него там фоточки селфи в зеркале, там, знаешь, типа, или там мышцы, он там себе чик-чик, чик-чик. Это для меня звонок, типа... Всё. Оргазма не жди. Почему? Ну, для меня Оргазма чувак, не который жди. самолюбуется, для меня это какой-то звонок о том, что чувак немного... Педик? Ну, нет. Там слишком много самолюбования какого-то. Короче, мужчина... Для меня, вот это мое мнение. Окей. Для меня мужчина важен не красотой. И если он какой-то красавчик, то ну его в баню. То есть, если не красавчик, то можно ставить такие фотографии. Да? Если не красавчик, то ставить. Не, вообще в целом, если... Хорошо, ставь? Не-не, Урод, если- ставь Подожди, селфи. есть еще такая штука, Ты что урод, если он ставь. красавчик, и он это знает, и собой любуется, то это вообще два Нет, звонка, смотри, понимаешь? если, Два red flag. смотри, если это постоянно, знаешь, как постоянно делать селфи, Мгм. ставят. Если там, то я раз, там, я не знаю, в месяц сделаю какой-то селфи. Не, подожди, какое-то селфи? Или вот это, знаешь, так... Не, ну это пиздец, конечно. Там, Но с другой стороны, слушай, майку да, да, так же- там подожди, все но так же, как и женщинам, мужчинам тоже хочется внимания. Что, вы единственные на свете, которые хотят внимания, мы тоже хотим Подожди, внимания. внимание... Мы мужчины, ты не хочешь внимания? Подожди, хорошо. Не любишь внимания? Вот. Олег кивает. Конечно, Внимание. люблю внимание. Я люблю внимание. Подожди, И внимание... вы любите внимание. Да, конечно, но внимание к своей красоте или внимание к своей персоне. Это разные внимания, понимаешь? Ну, по факту-то, Я лично как это ты разделяю. сказала, это эмоции. Эмоции есть эмоции. Иногда хочется просто выставить что-то, ты не знаешь что, и ты просто делаешь селфи. Согласна. у меня Так всё что время. Просто Не, поддержать камон, контент. я уверена, ты понимаешь разницу между просто селфи и селфи, где чувак такой прям, знаешь, типа, там сейчас я... Ну, слушай, я не Такой, знаю. блин. Я буду из-за тебя, если я буду делать селфи, я не буду делать так, я сделаю просто. Покерфейс, наверное. Давайте сейчас как раз сделаю нормальный селфи. Да. Давай. Скажи, пожалуйста, Да, вот ты когда женился, да. какой был вот спусковой крючок? Ты такой, женилась, все, не могу. Кстати, да. И сколько Бля. тебе лет было? Как это происходит? Мама. Давление. Жена, И бывшая. беременность. Короче, в смысле Жена. бывшая? Бывшая жена. Он же развелся, он же нет, 5 раз. подожди, я имела в виду, я думала, бывшая до того, как он... на Бывшая это настояла на Да. том, что ты женился. Я У меня думаю, много в смысле? бывших, но бывшая жена. Окей, гача. А мама настояла. Ну, А как подожди, все а как бабушки, бывшая... девушки. И теперь мне очень важно, как Хорошая девушка бывшая была, жена настояла на том, чтобы ты женился. Ну, она не то, что она все настояла, но как оно просто Ну, как как-то обычно крутилось, вот обычно. А тут Ой, мои рядом подружки. есть, я видела свадебный салон. Давай заедем просто посмотрим. А у меня кольцо Да. не было с бриллиантом. Слушай, смотри, если туфли купила, вот на свадьбу было бы отлично. Да, понятно, окей. То есть так вот, да? Нет. Нет? А, угадали. оно как-то все само от себя ну, и ну, давление было от мамы. Короче, Давление от- твоей или ты её? не можешь сказать, что это было конкретно твое решение? Ты прям хотел. Скорее всего, на тот момент я хотел. Вот на тот момент я Это хотел. было твое решение. Да, конечно, я ждал предложение. Ну, окей. Мое было решение, да. Окей. И расходиться тоже было мое То решение. есть спусковой крючок это все-таки... А, серьезно? Говорят, что женщины инициаторы и браков, и разводов. Нет, ну, это было мое решение, но мы просто друга поняли. Она очень, слушай, моя бывшая жена очень хороший человек. И она мне очень много помогла, кроме того, что она еще много всего терпела от меня, все мои тусовки, загули, но она хорошая девочка, и поэтому, ну, как я еще раз повторяю, я все responsibilities, плохие, хорошие, беру на себя. Но заходил я в эти отношения
я хотел даже жениться на ней. Сколько тебе лет было? Ну, считаю, сколько? 30, сейчас 40, получается, 31 плюс 2. О, тогда осознанный уже был тогда. Ну, И навряд ли. Я могу сейчас сказать, что, скорее всего, О нет. май гад. Но это не точно. Но я был happy. Я воспитывал ее дочку, которую я очень-очень любил и люблю. Да, сейчас, как бы не получается у нас провести время, но я воспитывал ее дочку. Я очень любил малую, ей было 3 годика. Ну. И это, скорее всего, наверное, из самых тяжелых моментов было расставание. Это то, что, знаешь, ты когда с 3 Separation, да, когда с 3 лет до 10 ты воспитываешь этого ребенка, вроде как бы не отец, но ты как бы становишься father figure, и это очень тяжело. Мне было очень тяжело. Это была одна из самых тяжелых моментов в моей жизни. Interesting. То есть ты привязался больше к дочери, чем к самой жене. Так получается. Здесь нет, привязался ближе. Я любил их обоих, но это ребенок. Неважно, твой, чужой, это дети. Их надо любить как родного. То есть это... Можно сказать, что родной ребенок. Поэтому если ты любишь женщину, ты должен любить все, что с ней связано. Поэтому я любил их обоих. Так спусковым крючком была твоя мама все-таки? Или... Вот можешь ты А в сказать, какой момент это? Ты прям сидишь такой, вместе, хочу как-то жениться. возраст, как-то я уже что-то я как-то перегулял, думаю. Но не уже было же пора. такой, ты такой с ней, ой, слушай, когда за кольцом поедем? Давай назначим дату, время. Там. То есть это было же какое-то решение. Ну, это было вау, Кольцо расскажи, как это было. Мама? Кольцо? В смысле? Не, мама сделала кольцо. Мама ювелир. Мама сделала мне кольцо. На тот И момент. такой намек, кольцо уже готово. Мама сделала кольцо, и мы были в Four Seasons отеле. И я договорился в Four Seasons в Торонто, чтобы принесли еду, и в стакане был кольцо. Эти придурки забыли поставить кольцо. Он приносит еду, и мне толкает кольцо в руку. Я понимаю, что весь смысл в подставу ушло. И я говорю, Аня называю. Я говорю, Аня, слушай, повернись, пожалуйста, я клянусь, вот так оно и было. Вот она Смотри, тут, птичка. а я сижу тут, и я говорю, слушай, посмотри, там, я не помню, что там, по-моему, или вилка, что такое, возьми, она только поворачивается. И вот у меня это кольцо, и я беру, как вот, знаешь, как в баскетболе, так, чик, и оно падает прямо в стакан. И она сначала не поняла, что это, начала, как бы, она берет, начинает его пить, потом, она там растерялась, и я все, давай Прикольно. поженимся. Пошли. Слушай, а еще такой вопрос. Вот мне интересно, чисто с логики, с точки зрения мужчин. А есть ли у тебя вообще в голове такая мысль, типа, я сделаю самое сумасшедшее предложение. Вот что-то такое прям, просто что-то трындец. Не знаю, во время хоккейного матча там что-то. На вертолете спущусь, там еще что-то. Ты видишь, я озвучила. Не было такого никогда? Или все-таки мужчины не такие романтичные? То есть, или это все-таки фантазия женщин? Нет, это все зависит от мужчины. Как бы я, в принципе, может быть, такое бы сделал. Но на тот момент нет. Гача. Я не додумался. А у меня другой вопрос. Вот вы разошлись там все равно, да? Чего до меня докопались? Я не понял. Что такое? кому еще? А только что до меня докопались. Ну, не до меня же докопался. Ладно. Вот, вы разошлись, ты хоть раз был такой момент, что ты пожалел о том, что ты был женат? Я никогда не жалел ни о чем в своей жизни. Я не жалел, чтобы Тогда, когда развестись решил. это был... Нет, Блин, зря. Нет, это нужно было сделать, но... Ну хорошо, я не знаю, зачем это ты опыт. женился? Это опыт. Зачем Но на женился? тот момент я ее любил, хотел пожениться. Вот что зачем? Зачем ты была замужем? Зачем? Я не знаю. Я знаю. Слушай, такой Я знаю, вопрос. нам надо было кейс вместе подать. Слушай, такой Сейчас я вопрос. заберу у тебя твой кейс после передачи. Никто не делает. Мы уже развелись. У меня такой вопрос. А вы жили уже вместе на тот момент, когда ты сделал предложение? Да. А какая тогда разница, если бы вы жили вместе и так, и так? Да. Мне, в принципе, вот сейчас, вот если меня спросишь, мне сейчас не принципиально жениться. Вот если если девушка моя захочет следующая пожениться, поженимся. Если нет, мне как-то все. Я уже понял, что можно и без этого спокойно жить. Если у тебя дети вместе, это просто бумажка. То есть, если... Есть кому-то важно, это кому-то это не важно. А моей бывшей жене Ане было это важно. Я посчитал, что если ей это важно, Шикарно, все. значит, нужно это сделать. То есть, если ты сейчас с девушкой живешь, встречаешься, С новой любовь... девушками. Девушками не живу. Кой. Камиль, у него Одну. много. Выбираешь одну, с которой жить. Если Всё. выбираю женщину. Да. Одну выбрал, с которой жить, живешь, и как бы, Я если ты ее любишь... понимаете? Да, В конечно. каждой шутке из доли шутки, все И остальное, все правда? девчонки такие...